Hi, my name is Sasha, I'm 18 years old. У тебя кейтеринг, тут тебя красят ногти, за тобой ухаживают, все прекрасно. Я думаю, о, модель, это будет так классно. И ей просто сказали, ты толстая, иди домой. Ютубер, это тоже не работа. Ела одно яблоко в день. Дохудела сегодня 12 килограмм. Все ложь. Вся жизнь ложь. Привет, ребят! У меня сегодня в гостях Саша модель, и сегодня мы узнаем у нее много всего интересного о моделинге. В общем, Саша, расскажи о себе, вообще, как началась твоя модельная карьера, как давно ты работаешь? Всем привет, меня зовут Саша, и вообще, честно, не было никакой истории такой, как я часто слышу, там, меня нашли в метро, или мне написали, я сразу там пошла в топ-агентство. Я просто захотела стать моделью. И думаю, что если я хочу это сделать, я просто встану и пойду в агентство и, не знаю, померяюсь, там, может, возьмут, а может, не возьмут. Я ничего не теряю. Я выбрала материнку самую лучшую, как я считаю, это Авант в России, в Москве. И пошла, просто сказала, что я хочу быть моделью, что мне нужно для этого сделать. Они меня посмотрели, сказали, ты нам подходишь, только нужно немножко там сбросить в бедрах. Я говорю, хорошо. Сколько тебе лет было? Мне было 16. Сразу, как я привела себя в форму, через месяца полтора я поехала в Милан уже в первую поездку. Что было удивительно, потому что чаще всего девочек отправляют сначала в Китай, потому что ты там работаешь, нарабатываешь там профессионализм, то есть быстро меняешь позы и уже знаешь, как это все работает, и модельный бизнес в принципе. Но так как было начало Fashion Week, меня отправили в Милан, потому что там была работа. Преимущества. Преимущество путешествия 100%. Первое. Можешь сейчас перечислить все страны, в которых ты была вот по модельной работе? Италия, Франция, Америка, Австралия, Япония, Португалия, Германия. Хорошие деньги. Это правда. Не всегда, не у всех, но как повезет. И смотря где. Европа, я бы не сказала, что смотря, если ты хороший кампейн получишь. Это да. Я в Европе делала кампейны для Альберто Ферретти и для Филы. Очень приятный опыт и хорошие деньги. Сколько тебе заплатили? Мне заплатили 7000 евро за кампейн Фила и 10 за Альберто Ферретти. Это вот съемочный день, да? Это два съемочных дня. Да, и там, и там. Это 8 часов. Это было 9 часов, да. И всегда, если там больше времени, то доплачивают дополнительные деньги. Овертайм всегда платят, да? Да, всегда, абсолютно. Процесс работы 100%, потому что если ты не преследуешь цель и мотивацию в данной, любой сфере абсолютно, то нет результата. Моя цель и моя мотивация – это был сам процесс, так как я обожаю творить, вообще делать все, что я хочу в камере. Конечно, таких съемок немного, и они не оплачиваются никогда. Потому что вот твое именно взаимодействие с фотографом и под музыку, и ты двигаешься и просто издаешь все, что находится внутри тебя. Эмоции, не знаю, радость, грусть, печаль, вот все, что тебя тревожит. И я в этот момент по-настоящему расслабляюсь. Не люблю работы, каталог. Встал, попозировался. Кстати, у большинства моделей, если посмотреть их Инстаграм, то, что мы видим, это все обычно некоммерческие съемки. Да, конечно. Вся коммерция остается за кадром. Все каталоги, то, за что девочки получают деньги, обычно они это не показывают. Ты помнишь свою первую работу? Первая работа у меня была как раз для Филы. Мы снимали кампейн, это была моя первая поездка. Подожди, это в Милан, это было в Милане, да. Я не ожидала абсолютно то, что я получу такую работу. И на самом деле это даже немножко грустно, что это была моя первая работа, потому что я не почувствовала, как это может быть, когда хуже. Я почувствовала вот хороший уровень сразу работы, то есть у тебя кейтеринг, тут тебя красят ногти, тут тебе все делают, все за тобой ухаживают, все прекрасно. Я думаю, о, модель, это будет так классно. То есть ты подумала, что всегда так бывает? Да, всегда так будет. А потом я столкнулась с реальностью, что не всегда так, и всем на самом деле все равно, там, холодно тебе или жарко. Кстати, как твои родители отнеслись к тому, что ты стала моделью? Мама меня поддержала, папа... Да, папа сказал, что это несерьезная работа, и что мне не нужно это делать, но когда... Где-то это слышала, что да, у всех отцы именно такие. У всех отцы, потому что они не считают, что это какой-то заработок, так же, как и актриса.
так же, как и певица. Ты... Ну, любая творческая профессия для многих да, почему-то это не работа. Ютубер — это тоже не работа. Все говорят так, взрослые люди вот сейчас, ну, которые не выросли в этом поколении Ютуба. На самом деле это работа, и люди очень трудятся, и я вижу, что это на износ, и я бы, честно, не хотела. Я очень не завидую тебе, честно, потому что это настолько большой труд. Да, любая работа, на самом деле. Со стороны всегда кажется, что у всех все легко и просто. На самом деле, кого не возьми, это всегда труд. Другое дело, насколько ты любишь свою работу. Да, действительно. А что сейчас отец думает по поводу твоей работы? Он уже свыкся? Когда я принесла первые деньги в дом. Это все меняет. Да, это все меняет. Значит, она работает. Значит, это не просто пофотографироваться и там поездить просто так. Образование ты получала, либо ты как-то совмещала, либо ты отказалась, ты учишься? Да, я учусь в Москве на заочке, на режиссера. Приезжаю туда 2 раза в год на месяц, сдаю сессию и улетаю. Режиссура на заочке, я бы не сказала, что это очень познавательно. Я очень пытаюсь схватить материал, но это трудно за 1 месяц все сделать. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Я хотела получить образование. Расскажи свои самые классные работы, которые тебе запомнились больше всего, когда ты действительно получила кайф. Ну, возможно, деньги и кайф, может быть, и то, и другое одновременно. Надо подумать. Самые яркие проекты. Я вчера работала для Sephora, мне понравилось очень сильно, потому что это профессиональная команда, это все очень быстро. Мне нравится снимать журналы, потому что это больше такая фэшн-история. Каждый кадр, он должен быть продуман и полностью вот выстраивают абсолютно все до мелочей, даже вот как у тебя палец стоит, это все очень интересно и все просто захватывает, потому что ты понимаешь, что это будет потом в журнале, на обложке там, или где-то еще. Но самая интересная работа у меня была, от которой я не очень получила удовольствие, но она была немножко странной. Мы снимали украшения для итальянского Vogue. Мое лицо там не присутствовало, я это узнала уже придя на съемку, но присутствовали там мои руки и там, я не знаю, плечи. Обычно есть для этого ручные модели, у которых ухаживают очень сильно за руками, а так как все разъехались из-за праздников, мне сказали: приезжай ты, у тебя хорошие там пальцы, окей, хорошо. И надо мной стоят 2 охранника, на мне там кольцо за 700 000 евро. И это трудно, потому что ты должен перебирать постоянно вот руками и как-то их ставить в красивые позы, чтобы это было эстетично и действительно хотелось купить это кольцо. Но настолько большое напряжение и давление на тебя, потому что здесь стоят 2 человека за кадром. Мне делали маникюр раз 100 тогда, переделывали другие цвета и, извините, даже не разрешали кушать руками и там сходить в уборную, просто потому что бы не испачкать и не испортить, и чтобы все было хорошо с моими пальцами и все было идеально. Но вот самое дорогое, это было за 1,5 миллиона евро на мне колье. Я видела в твоем инстаграм недавно, что ты снялась в клипе. Это снимал Алан Бадоев. Да. Расскажи, как этот клип прошел, вообще, как все было? Я снималась у него в 2 работах режиссерских. Всегда мечталась поработать с ним, потому что Алан действительно для меня гений режиссуры, и все, что он делает, безумно нравится. Особенно ты хочешь быть режиссером в будущем, да, поэтому это вообще интересно. Перенять этот опыт, действительно, это было очень незабываемо. Я работала с ним 2 раза, потому что первый раз ему понравилось, как я была на съемке, как я себя вела и как получилось наш, в принципе, результат. И вот последний раз это было более, даже короткометражка, у меня был текст, и это был вот мой первый актерский опыт. Это было трудно. А что это были за артисты? Это был Леша Свик, который российский артист. Честно, первый раз познакомилась с ним и узнала его творчество именно уже на площадке. И Кадна — это был украинский артист. И надеюсь, что не последняя работа наша с ним вместе. Но мне безумно понравилось быть в актерском амплуа. И надеюсь, что я попробую себя еще в этом плане. Вообще тебе нравится видеосъемка? Больше, чем фото. Потому что ты можешь раскрыть себя, как показать, я не знаю, даже не себя, вот эмоцию сдать. Мне это нравится, мне это близко очень. Вот в фотосъемке все более эстетично, но я не за банальные решения, не за банальные позы. Мне всегда есть, можно посмотреть мой инстаграм, там именно я выворачиваюсь во все круги, шпагаты, вот куда только угодно. Но мне нравится, когда что-то не банальное. Но все благодаря инстаграму. Вот это правда. Половину своих работ я получила благодаря инстаграму. То есть там твое портфолио? Там твое портфолио, там ты, и даже больше всех волнуют не твои работы в этом инстаграме, а твои лайфстайл фотографии.
То есть обычной жизни интересно это людям смотреть, и ты проявляешься как личность, в принципе. Это твое творчество, твой Инстаграм, это твоя, как бы, твой альбом, вот твоя жизнь. Да, то, что для моделей важны подписчики, возможно, особенно в Лос-Анджелесе. Первый вопрос на кастингах, который ты заполняешь в анкете, это сколько у тебя подписчиков. Это грустно, но тут так это работает. Это Америка. Всем интересно, когда бренд, там какая-то именитая или знаменитая в Инстаграме модель, которую выставит эту работу, у них еще будет там много покупателей. Например, если есть две девушки, обе красивые, обе подходят, но одной меньше фолловеров, другой больше фолловеров. То есть тут уже... Да, и выберут ту, у которой больше фолловеров. 50 или 60% своих работ я получила благодаря Инстаграму. Просто мне написали напрямую, я уже говорю, пишите вот моему агенту, и получится что-то у нас сделать. И все, вот так вот. Расскажи, пожалуйста, про параметры модели. Вот что сейчас происходит в модельных агентствах, насколько меняются какие-то стандарты, либо же не меняются, то есть максимум параметры, какие могут быть у девочки, и что там с ростом у нас? Вот сейчас максимума, честно, вот такого уже нет, потому что даже уже сейчас нет распределения моделей XL, подиумная и... Нет, для подиумной максимум 90-100%, а лучше всего 88, это бедра. Талия 60, грудь, неважно, чем меньше, тем лучше. Для подиума это же вешалки, девочки, вешалки, и в принципе, как я себя тоже называю вешалкой, потому что худая. Рост подиумная 1,78 м, 1,77 м еще бывает. Если у тебя хорошая работа, тебя и 1,70 м возьмут. Сейчас очень изменился модельный бизнес, к счастью, возможно, и то, что уже не важно, уже показывают одежду на обычных людях, то есть всех людях, которые есть, вот мы встречаем буквально на улице. Потому что средний размер в Америке это сколько, 10. Всех моделей показывают там на обложках и везде с размером 4, 2 или 0. Сейчас в Австралии любят больше девочек. Именно там бедра 90 или 92, 93. В Лос-Анджелесе тебе никто никогда в жизни не скажет о том, в Америке, в принципе, о том, плохо ты выглядишь или хорошо ты выглядишь. Потому что тут все, я тебя там засужу за секунду. То, что все очень толерантные. Да, очень толерантные, и тебе никогда не скажут поправься или похудей. Скажут, что лучше походи в зал, там просто подтянуть, ну, там, кожу, так будешь выглядеть лучше. Это да. Часто бывают работы, когда ты рекламируешь косметику, а тебя даже не красят. Ничего, да, такое бывает. Было такое у меня, я не буду называть как бренд, нечестно. Я не буду называть бренд этой косметики, но мне, к сожалению, красили не ею. То есть я пришла на работу для нее работать, а я говорю, а чего вы мне красите совершенно другими брендами? Это обман какой, я в шоке. То есть сам бренд не верит в качество своей продукции, конечно, это ужасно. Потому что не понимают, что это выглядит ужасно в кадре, это не будет смотреться так, как будет смотреться помада от Chanel или от Saint Laurent. Все ложь, вся жизнь ложь. С какими мифами о моделях ты лично сталкивалась в своей жизни? То, что все не едят, то, что все тупые. Модели тупые, это очень распространенный слух, или, не знаю, миф. Так как модели все умные? Все умные, все IQ просто выше 50. Ну, слушай, это как про спортсменов. Вот говорят, спортсмены, футболисты тупые. Ну, да, правда. Но модели не такие. Модели не такие. Я встречаю очень образованных, начитанных, интересных, разносторонних девушек, которые не интересуются только там модой или просто как они выглядят, они интересуются всем на свете. Есть такие интересные девочки, и, возможно, там пару из них встречаются, ну, девочек, которые зациклены больше на своем внешнем виде, чем на чем-то ином. 100% знаешь английский. В Италии я работала полгода почти, и уже немножко могла что-то понимать по-итальянски, и там говорить, и налаживать, пытаться контакт. Многие девушки, которые остаются во Франции работать, они специально учат французский. Это коммуникация в первую очередь. Что самое главное в работе модели. В 2020 году моделью может стать почти каждый желающий. Самое главное — знать правильную стратегию. Поэтому для всех ребят, кто хочет путешествовать по миру и заниматься любимым делом, как Саша и тысячи других моделей, я открыла модельную онлайн-школу. В моей школе ты получишь пошаговую инструкцию для старта и продвижения модельной карьеры. Обучение длится всего 2 недели и полностью проходит в онлайн-формате. Если ты живешь в маленьком городе или твои параметры, рост не вписываются
вписываются в типичные модельные стандарты, это не проблема. Я стану твоим наставником и расскажу, как стать успешной моделью при любых обстоятельствах. Ты получишь ответы на все свои вопросы. С чего начать, что ожидать от этой работы и как добиться успеха за максимально короткие сроки. Первые результаты появятся уже во время занятий. Ты сразу сможешь создать профессиональное портфолио, попасть в модельное агентство и начать зарабатывать. После обучения у тебя будет не только готовый модельный бук, снэпы, правильно настроенный инстаграм-профиль, но и все инструменты, чтобы стать моделью с нуля или вывести свою карьеру на новый уровень. Переходи по ссылке в описании под видео и бронируй место в модельной онлайн-школе. Первый поток стартует уже совсем скоро. Если девочка хочет быть моделью, но она, например, не хочет фотографироваться в нижнем белье, там, в купальниках, то есть она может заключить контракт, да, который исключает это. Да, абсолютно, абсолютно. Даже это не в контракте может не прописано. Это просто ты отказываешься от таких съемок. И я с этим проблем не имею. У меня много съемок есть топлес, и я абсолютно этого не стесняюсь, потому что для меня это комфортно. Я комфортно себя чувствую перед камерой. Я абсолютно не чувствую что-то в этом пошлого, так как мы не создаем эротику, мы не создаем какую-то непонятную и неэстетичную... То есть это были фэшн-снимки красивые? Да, это были фэшн-снимки, которые я считаю, что женская эстетика женской Грузии мне очень нравится, поэтому почему бы и нет? Почему мужчинам можно, а девушкам нельзя, вопрос? Были проекты, вот, которые ты так хотела получить, и не получив их, вот, чтобы ты прям плакала, вот пришла домой и вот расстроилась настолько, чтобы вот... Нет. Нет? Честно, сила мысли, она очень действует, и когда ты думаешь о чем-то, очень хочешь чего-то, оно и происходит. Это правда. И у меня много так работы получила, которые я хотела, но никогда об этом не говорила, но всегда об этом думала, и потом, когда оно приходит само, ты такой, да. А ты вообще веришь в визуализацию, силы мысли? Да, я записываю все свои хотения, цели, просто чтобы я их видела и четко понимала, как я могу этого достичь, что я должна для этого сделать, что я могу для этого сделать. И могу ли я это сделать вообще? У тебя есть какие-то сейчас конкретные большие цели? Вот с каким брендом бы ты хотела поработать? У меня есть с фотографами, которыми я бы хотела поработать. Это Петра Коллинз и Тим Уокер. Знаешь, если вот я смогу сняться в один день у фотографа Тима Уокера, я пойму, что да. Вот я хотела этого, я этого добилась, все, вау. Один из самых часто задаваемых интересных вопросов. Сколько зарабатывает модель? Это все очень относительно. Но знаю, у меня девочка из моего агентства, самая большая сумма, которую она привезла из Китая как раз. Она работала там 2 или 3 месяца, точно не знаю. Это было $40 000. Если ты получаешь хороший кампейн, это может быть и 20 000 евро, и вообще... В среднем? Спокойно в Европе ты можешь заработать около 2,5 евро, 2, 1,5. А бывает иногда вообще ничего. Это очень непредсказуемая работа, и в этом ее минус. То, что у тебя нет стабильной зарплаты. Сколько обычно каталоги одежды платят модели? Каталоги одежды 300 евро в Европе за день съемочный. А в Америке $1200 за съемочный день 8 часов. Самая прибыльная Америка все-таки. Самая прибыльная Америка, 100%. Сколько тебе максимум платили за проект? Максимум это было 10 000 евро. А за журналы обычно не платят, насколько я знаю. За журналы обычно не платят, но смотри, какие журналы. То есть вот вчера у меня была работа, и для журнала и мне платили. А обычно такие журналы, как Vogue, и вообще Harper's Bazaar, обложки, это все не оплачивается. Это все идет тебе на репутацию и на карьеру как модели. Да, твое портфолио. Да. Когда ты стала моделью, вот в плане позирования, тебе все легко давалось? Ты как, тебя учили этому, где-то нет? Я с детства позировала вот так вот перед камерой с родителями, и поэтому для меня не было никакого... То есть ты была такая воображуля, Да. ты уже тогда представляла, Да. что ты модель? Да, но я просто стала немножко раскованнее в этом плане. С моим опытом уже я, правда, чувствую себя спокойнее, раскованнее, немножко люблю экспериментировать с абсолютно... Да, я видела твой инстаграм, у тебя там такие позы, что вообще ты Да, такое делаешь. Но это еще нужно под настроение фотографа и смотреть концепт съемки, если это уместно или неуместно. Каталоги такие позы неуместны. Но если это что-то фэшн, то, конечно же, я предпочитаю экспериментировать, делать. Ну, вот, например, позирование для съемки каталога. Ты быстро научилась? То есть тебе не сложно было это делать? Это трудно, потому что нужно быстро менять по щелчку позы.
И это больше Китай, когда девочки знают, как вот быстро, чтобы одежда смотрелась выигрышней. Для меня это трудновато, честно. Я еще не приналовчилась это настолько быстро делать. Но каталоги это обычно ты просто ровно стоишь, поворачиваешься, сзади поворачиваешься, все, конец. А такие как Китай, это трудно. And it burns like a fire in my veins.